Всем привет! У нас идет четвертый сезон, и сегодня первый день, когда у нас открылась четвертая воронка, и в ход вступает команда разъедания. У меня и получилось нанести урона больше, чем команда ледяного взрыва. Что касается тумана, то ничего не менялось, все так же остается, ничего вообще не двигал. Получилось данной командой набить 3750 с копеечкой, и перейдем же уже к самой команде. По поводу ОГОК или рейта. У каждого почему-то по-разному, потому что вот у меня сокланы тоже бьют. У кого-то с рейтой лучше, у кого-то с ОГОКом. Причем, касаемо именно выживаемости, вот у меня получается лучше с рейтой. У кого-то получается там, может быть, какие-то ускорения на Джорна подобрать, чтобы висело именно усиление защиты в тот нужный момент, когда босс бьет по шмыгли, потому что шмыгли очень быстро отлетает. У меня с Огаком вообще, допустим, за 2,5 минуты до конца боя отлетает шмыгли. У Соклана, допустим, с Огаком отлетает за 40 секунд до конца боя, что уже, в принципе, не столь критично. Сейчас-то, понятное дело, у нас шмот еще не проточенный, со столпов банками, поэтому нам очень тяжело здесь выживать, но тем не менее. У меня, например, получается именно с рейтой стоять лучше, потому что у меня всегда висит усиление защиты. Перейдем к снаряжению. Таланты я вот эти брал. Шмотки какие были, такие надел. Конечно, шанс крита чуть-чуть побольше бы, но это уже потом мы баночками все это дело решим. Перчатка на игнор защиты пока что. Других у меня, в принципе, нету. Сейчас со шмотом ситуация очень плохая. Фармлю руны. Тоже не сказать, что прям успешно, но что-то как-то более-менее выходит. Танчит у меня здесь частично Рита, поэтому одел я танкосет и вот эту вот перчаточку. Также не забываем, да, шанс крита, крит урон, атака хп. Но атаки у меня тут мало, у меня тут больше на здоровье упор, так как часть урона все-таки она принимает на себя. Таланты взял вот эти и посох тоже обязательно. Джорн у меня стоит с ракушкой, вот этом сете, и вот этот мифик обязательно ему. Статы пока что плоские. Также сопротивление собрал ему. Получается, у Джорна должно быть больше всех хп. Ну, в моем случае так лучше. Он принимает боевой навык на себя и отражает, получается, разлом, который вешает на нас босс. Таланты тоже. Вот эти, последний талант взял вот этот, чтобы он на себя там щиток кидал иногда. Все ж попроще как бы жить. Сакридея у меня в заливе с рогами. И вот этот мифик ей поставил. Тут хоть со статами повезло нормально. Получается, она ультует, и следующая ульта, это будет шмыгли. Она будет наносить повышенный урон. Вот поэтому как-то так. Ну и также точный шанс крита слабенький. Пока что вот так. Рук в данном сете. Пока что такая броня. Без крит урона. Но пока что вот так. По-другому не получается. Перчатка на крит урон такая, потому что просто статы более-менее нормальные. Потом ее, надеюсь, когда-нибудь заменим. Ну, хотя бы смог приблизиться уже к 100% шанса крита. Крит урон слабенький. Так-то желательно за 400 выходить, но у меня пока что 355. 365, если быть точнее. Так, и кто у нас тут еще остался? Вроде всех рассмотрели. Остались у нас тайминги. С таймингами вообще тут веселуха, потому что... Сейчас объясню. Джорну, кстати, я не ставлю вообще ульту, она там ни к чему, она только нам анимацию портит, и от этого может не повеситься разлом, так как вместо того, чтобы скастовать боевой, он полетит там на своей метле, а это нам вообще не нужно, потому что толку с этого вообще никакого. И когда я так сделал, у меня, получается, стал разлом более-менее нормально вешаться, плюс еще рейд его продляет, когда получается. Питомца я выставил, хотя он у меня даже с ускорением в навыках, но тем не менее я поставил его неправильно, вот так правильно, чтобы с 18, ну вот этот цикл 15-секундный, когда по боссу увеличенный урон, чтобы он именно покрывал его.
То есть, если повышенный урон мы ультуем, либо Шмыга, либо Сакридея, то именно в этот момент находилась ульта питомца. Ну и, соответственно, если рейта попадет, то она еще и продлит, и будет от этого нам только лучше. На Рука тайминги вообще не ставлю. Тут суть в том, что его Джорн разгоняет, и он быстрее набирает свои 10 стаков и, соответственно, сделает больше ультимейтов. Тут ситуация такая, цикл делаю 15 секунд, рейте вообще ничего не ставлю. Чем чаще она будет ультовать, тем мы будем лучше жить. Но очень все рандомно, прям очень. Потому что если мы почитаем правильно, да, описание, то есть 30% лишь шанс, что Джорн зальет ультимейт нашим союзникам. То есть, если вы увидели, да, что там усиление защиты висит, это не значит, что он там залил всех. Это значит, просто он боевым бахнул и все. А вот залил он или не залил, это же вопрос другой. Причем он может, допустим, там рейту залить, да, Сакридею залить, Шмыга не залить. Либо там Рука залить, этого не залить. Вот поэтому тоже учитывайте это. И какие-то тайминги вменяемые с Джорном тут подобрать ну просто невозможно. Каждый бой проходит просто максимально по-разному. Могут тайминги вообще съезжать. Может Шмыг начать перегонять Сакридею. Такое тоже бывает. Почему 15 секунд ставлю? Потому что, опять-таки, у нас не всегда 15 секунд цикл. Но бывает такая ситуация, что Сакридея может ультануть чуть-чуть раньше, нежели 15 секунд. И это просто служит, так сказать, тормозом, чтобы кукольник всегда срабатывал. То есть, если кукольником ультануть раньше, чем 15 секунд, то он не сработает. Вот, поэтому ставим как-то вот так. Ну и Шмыгу тоже, чтобы он там не перегонял ее. Но все равно бывает непонятно, как это происходит, но он уходит вперед. Хотя, по идее, такого быть не должно, потому что априори сначала заливает кукольником Сакридея, потом уже ультует Шмыгли. Это перегонять он может только в том случае, если несколько раз там, подряд Джорн не залил Сакридею, но залил Шмыгли. Тогда да, она может перегнать настолько, что в итоге даже без заливки кукольника Шмык может перегнать Сакру. Это очень плохо, потому что Шмык тогда будет ультовать не в баф на яд, который она вешает, вот эту уязвимость к яду, плюс шмотка, не забываем, на ней стоит увеличение урона от ульты. Код команды на всякий случай кину в комментариях, ну, либо в описании будет он, короче. Так, что, все, в принципе, рассмотрели. Делитесь своими результатами в комментариях, либо в телеграм-канале. Мы что непонятно спрашиваем. До скорых встреч. Всем пока.